Здравствуйте, дорогие зрители! Я рада вас приветствовать на канале Тортомания. Многие из вас пользуются вафельными картинками для декорирования торта. Прямо перед вами это обрезки от вафельных картинок. Признавайтесь, кто их выбрасывает в мусор? Совершенно зря, потому что сегодня я покажу, как обрезки от вафельных картинок можно использовать для изготовления красивого декора. А на примере вот этого торта я покажу, какой именно декор можно делать из таких отходов. Это так называемый воздушный декор из рисовой бумаги. Делается такой декор достаточно просто. И в этом видео я покажу два варианта изготовления воздушного декора. Вот с таким красивым ажурным оттиском. Первый вариант вот такой воздушный, легкий, но он твердый, держит свою форму. И второй вариант у нас будет нежный и мягкий, также почти полупрозрачный. Но это у меня уже окрашенный в черный цвет. Итак, для этого, как я уже сказала раньше, мы будем использовать отрезки от вафельных картинок. Вот у меня насобиралось тут кое-какое количество. Сколько в граммах? Мы берем 1 к 10. То есть у меня здесь 100 граммов воды и 10 граммов обрезков от вафельных картинок. Дополнительно мы их еще можем измельчить, чтобы они быстрее растворились в воде. Кладем все обрезки в посуду с водой. Вода может быть слегка теплая, может быть холодная, главное чистая и питьевая. Вот легонечко еще немножко смешаем и теперь оставляем на 10 минут, чтобы бумага впитала в себя как можно больше воды. После этого пробиваем хорошенько блендером, чтобы у нас образовалась вот такая эмульсия однородная. Вот в принципе это и есть наш материал для работы. Такой декор мы будем делать с помощью вот таких силиконовых ковриков. Берем обычную кисточку, можно кондитерскую, можно взять просто кисточку какую-нибудь. Набираем небольшое количество жидкости и смазываем поверхность тонким слоем. Обратите внимание, что данные силиконовые коврики имеют оттиск узора не очень глубоким. Смазываем тонким слоем. Я буду делать сразу два варианта. И убираем в духовку, ставим на сушку. Значит, время сушки зависит от нескольких факторов. Какой толщиной вы нанесли эмульсию. Если более тонкой, то, естественно, оно будет быстрее сохнуть. Если более толстой, то, соответственно, дольше. Второй фактор – это размер самого силиконового коврика. Здесь два разных размера. И, естественно, что большой силиконовый коврик будет сохнуть немного дольше, чем маленький. Ну и, конечно, все зависит от духовки. К примеру, вот этот большой коврик я ставила на 80 градусов на 15-17 минут, а маленький стоял у меня 10 минут. После этого оставляем в помещении, чтобы он немножко стабилизировался и остудился до комнатной температуры, а после этого можем легко снимать с силиконового коврика. В итоге у нас получается вот такой декор, похоже чем-то на рваное кружево. Его можно делить на части, можно затонировать, то есть подкрасить любым цветом. Кроме этого, можно золотом подкрасить, серебром. Он все-таки слегка остается гибким, но все-таки хрупкий. И чтобы он окончательно не утратил свою влагу, лучше всего хранить в пакете, в плотно закрытом пакете или контейнере. Ну и переходим ко второму варианту. Процесс тот же самый, только с одним нюансом. Мы берем то же количество бумаги и то же количество воды, прорабатываем блендером до образования вот такой эмульсии. Но теперь дополнительно, чтобы декор оставался мягким, нежным, мы сюда добавляем немножко глицерина. Это где-то 1/5, 1/4 чайной ложки, совсем немножко. Хорошенько смешиваем. И наша эмульсия к работе готова. Делаем практически все то же самое. Наносим тонким слоем, но в прошлом варианте я показывала, как можно посушить в духовке, а другой вариант можно подсушить феном. Просушиваем несколько минут феном на максимальной температуре, пока у нас не образуется такая же тонкая пленка, как в прошлый раз. Для большей прочности мы пройдемся еще раз
данной жидкостью и снова просушиваем феном. Высушенный декор проявится на силиконовом коврике. По краях мы увидим, что наш декор начинает светлеть. Так он полностью прозрачный, а вот будут такие краешки уже полупрозрачные. Это означает, что декор уже подсыхает. Можем вот так даже попробовать. Если он еще все-таки очень нежный и влажный, продолжаем еще какое-то время подсушивать. Но смотрите, будьте внимательны, не пересушите. Вот, сейчас он практически уже готов, его можно снимать. Смотрите, какой он тоненький, нежный. Он легко снимается, отстает от силиконового коврика. Но здесь еще под серединке немного влажный, поэтому прямо на глазах, вот сейчас смотрите, 30 секунд я подсушила, и он уже готов. Вот такой вариант получается очень нежный и мягкий. То же самое с большим силиконовым ковриком. Здесь немножко другой узор. Именно вот этот декор я окрасила в черный цвет. Уже после приготовления сухим черным красителем. Окрашивается замечательно. Если окрашивать сухими красителями, тогда на декоре не будет вот этого блеска. Оно будет как бы больше матовое. Если вас устраивает вот такая прозрачность и блеск, тогда нужно окрашивать эмульсию до начала приготовления вот этого декора. Для данного торта, который вы видите на вашем экране, я использовала вот этот черный декор, мягкий. Я его делила на части и крепила на бок торта. По центру у меня здесь золотая буква М. В описании под видео я оставлю ссылку, как писать текст и делать такие буквы. Дальше я использовала уже твердый декор, который держит свою форму. Окрашивала золотым кондурином для цветочной композиции. Я искренне надеюсь, что этот видеоурок будет для вас полезным и познавательным. Не забывайте писать комментарии, задавайте вопросы. Я всегда с удовольствием отвечаю, если есть время. На этом говорю всем пока. До следующего выпуска.